Я еще помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом, и я это помню. Все миллиардов сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет, и наши внуки или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Во тьме туннелей наши пороки разрастались как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни. И не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал.
Держись, дружище. Его, считай, помяли только. Возвращается. Всем внимание. Нашелся герой. Чё сегодня, начальник? Ночь на станции. Но врачам я сказал, Понял, когда понял, уходили, открывай так что тогда. ждут. Вперед! Смотри, спартанцы. Опять Артем по поверхности шастал. Делать ему дураку нечего. Прикути язык. Он же нас спасал. Подожди, куда дальше? Налево, через площадь! Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артем тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил. Завтра будет тут. Эй, а ну отстаньте от него! Сам убил из рогатки. Брось, Дамир. Пусть учится защищаться. В метро слабакам не Охрана, выжить. подъем! Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови. Артём, проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил. А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник. Здравствуй, Саныч.
Все не успокоишься никак. Уперся, как баран. Сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в Полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артем, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Молодцы все же спартанцы. Артему выручили. Да, молодцы. Здоровяки такие. Честно говоря, уж и не помню, когда таких видел. Да уж. Только вот на поверхность слишком часто ходят. Рискуют. Да, Артем. Вам бы поберечься, не рисковать зря. Даже если где-то еще есть выжившие, нам они не помогут. Стоит ли вообще пытаться налаживать с ними связь? Тем более, что вскоре после войны сигналы принимали часто, а вот сейчас... Это вас ни на какие мысли не наводит? Хотя поступайте, как знаете. Это ваша жизнь. Артем, я понимаю, мы в тупике, и выход из него искать нужно, но мне кажется, лучше заниматься этим не в одиночку. Тем более, что ребята из Ордена в очередной раз пришли вам на выручку. Думаю, командир готов принять вас обратно. Так стоит ли терять время на нашей станции? Решать, конечно, вам, но если бы спартанцы позвали меня, я бы не задумывался. В любом случае, удачи. Да уж, только вот на поверхность слишком часто ходят. Рискуют. Ну, а что им остается? Служба такая. Служба службой, но если они так и дальше будут... А сколько, по-твоему, можно высидеть под землей? Да сколько угодно. Вон сколько лет сидим. Да ну, ты же врач. Сколько больных детей только на нашей станции? А вообще детей? Сколько нас останется через 10 лет? 10 лет? Сейчас уже шить нечем, про препараты я и не говорю. Артем на нашей станции лучший стрелок, но он же с поверхности только в лазарет спускается. Да, пока везет, переливанием в который раз отделался, но остальные-то не такие везучие. А если спартанцы слягут, что тогда? Вот потому они наверх и ходят. Видят, что здесь внизу мы ничего не высидим. Запасы кончаются, да и нас все меньше, а мутантов все больше. Они все крупней, опасней, хитрей. Рано или поздно нас сомнут. Деваться, понятно, все равно некуда, но и сидеть сложа руки они не могут. И тут я их понимаю. Я что, предлагаю руки сложить? Но вот так гробить себя? Хотя, конечно, кто знает. Может, они в Д6 карты секретные нашли. Ищут теперь по ним склады какие-нибудь. Надеются же на что-то. Никакие склады уже не спасут. Разуй глаза. Что там на них сохраниться может? Столько лет прошло. Помочь может только полная эвакуация. Но куда эвакуироваться-то? Ну, и что тогда делать? Завернуться в простыню и медленно ползти на кладбище. Не знаю, если честно. И никто не знает. Но они хоть пытаются. Да, если не они, то кто?
Дядя Артем, а я вам верю. Вы возьмите меня с собой. Пожалуйста, когда найдете, где это? Артем, сколько можно? В одну самого крыша поехала, так хоть и ему голову не морочь, не смей! Ему покой нужен, а он после твоих рассказов заснуть не может! Господи, ну почему ты такой жестокий? Как ты можешь, а? Аня, я уже 100 раз говорил, немедленно возвращайся в Полис. Я ушла из Ордена и сама решаю, что мне делать. А Артем? Хватит. Артем, все. Надоело. Если бы парни не подоспели, ты бы уже овдовела. Прекрати. Это ты прекрати. В Полисе вас ждет квартира со всеми удобствами, а не эта лачуга, в которой вы пытаетесь Что жить. значит пытаемся? То и значит. И вообще, хватит думать только о себе. Хватит! Ты же знаешь, как нам сейчас не хватает опытных бойцов. Вы с вашим опытом должны учить новобранцев. Вы можете спасти уйму жизней. Ну сколько можно вас уговаривать? Папа, без Артема я ни за что не вернусь. А он... Анна, это безумие! Да, это безумие. Столько времени проводить на поверхности. Да, я не хочу, чтобы мой муж сгорел от радиации. Не хочу. Я его ненавижу за то, что он сам себя убивает каждый день. Но ты хоть на секунду задумайся, что если он прав? Что если Артем и вправду слышал сигнал? Сможешь простить себе, если мы упустим этот шанс? Шанс вернуться к настоящей жизни. Растить детей под лучами солнца. Настоящего солнца, пап! Я не смогу. Давай дождемся Артема и еще раз спокойно все обсудим. Но даже если он какой-то сигнал слышал, это не обязательно значит что-то хорошее. Поговорим об этом позже. Тут слишком много ушей. Давай. О, какие люди, Артем! Здоров как бык, но ты, брат, Князь, конечно, смотрите. дал. Тёмыч, как ты, дорогой? Вижу, жив, бродяга. Ну, сейчас устроим пир. Артемыч, еще пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже. Как там в госпитале медсестрички? Ну ты не Хватит вам, оставьте парня в покое. С возвращением, Артем. Ладно, все, разошлись. Даю вам 2 часа на все про все. Ура, сейчас устроим! А у меня как раз с собой было. Ну вот, начинается. Только, плиз, не как в прошлый раз. Держись, Артем! Ну что? Опять тишина? Лично я, Артем, слышу тут только одно, когда зиметр щелкает. Да еще эти вон, красавцы. Летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артем, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артем, потому что умер. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Давай быстрее. Нам лишние рентгены ни к чему. Ох, отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой Ганзой зоне... Ты тут все руины уже облазил?
Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Если тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится? Демона шуганула, чтобы не расслаблялся. Может, все же вернешься в Орден? Переедем в Полис, а? Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира со своей кухней и душем. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Теперь ты. Эх, самое худшее, пожалуй, позади. Черт! Слышал? Фонарь потуши. Слышал? Опять! Не цапнули? Отлично. Вы слышали, видно, что мы с крыши спускаемся и затаились. Умнее, твари. Давай сюда, Артём. Теперь вся округа знает, что мы делаем. Только этого нам и не хватало. Ничья. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Не пойму, почему эта зона закрыта для сталкеров. Фон обычный, твари те же, что и везде. Стой. Вот и стая. Ну что, устроим им фермопилы, спартанец? Или подождем, пока прибегут? Понеслась! Прикрываю!
Неплохо мы их накрошили. Может, потому зону запретной объявили? Ну, раз тут стаи такие здоровые. Давай ты! Держу! Артём, слышишь? Вроде рычало что-то здоровое. Но далеко. Ничего себе метель! Не видно ни черта! И не слышно! Переходим на рации! Что за черт? Артём, ты тоже видишь? Чей? Откуда? Я же не сплю, правда? Паровоз! С ума сойти, паровоз! Откуда же? Вот, зараза, уходит! Артём, что делать будем? Смотри, наши из Ордена. Наверное, тоже за поездом гонятся. Артём, давай к ним. Эй, запрыгивайте! Ребята, вы как здесь оказались? Видели, что там едет? Видели, давайте быстрее! На свете. Взяли двоих уже до моста. Одна дочь орденского командира. Разобрались бы сначала, уроды! Да увянь ты Артём, уже. слава Ветер богу, шарится, где это не надо. Орден, ганзовцы, козлы. Ах, ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас эти вот схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артём, ты был прав. Там правда люди живут. Мы не знали. Думали, мы одни спаслись. Господи, Приехали. мы теперь всему метро расскажем. Бабка и пацан на выход. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните! Нам противогазы не понадобятся. Дурак, а мог бы жить да жить. Поехали.
Видать, стражи прорвались. Убраться вы отсюда Хана поскорее. работничка. Держи выход на мост, если что, полетит. Не успеешь, если что. Внимание! Включение поворотного круга. Сопровождающий мостик до завтра. Хватит, Ермак! Сам справишься. Ну какие правила? Вы же людей как собак убиваете. Отведите его отдохнуть. Пусть поразмыслит. Ты, козел старый, попробуй за своим нытьем! Если не заткнешься, отправишься в котлован. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что больше никаких. Понял? Не люди. Как же так? Что же поделать? Тварь, небось, страж! Человек? Как вы... О, Господи! Так это она про вас кричала? Живой! Вы за ней? Так. Я помогу. Хоть какой-то толк с меня. Так. Девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход, может, и получится. Идемте. Только не спешите. Заметят, и конец нам обоим. Стоп. Вам на свет лучше не показываться. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Эй, какого черта тут происходит? Опять автомат выбило, мать его. Генераторы, видать, не дочинили, товарищ сержант. Сеня, сходи за работягами. Не пусть спешите. проверят. О, какой ты Ермак вежливый. Не вставайте, Давай, так давай, будет знаешь, тише. ты справляешься. Держите стены. Ермак, ты что ли? Че ты там бормочешь? Иди сюда, помоги починить. Так точно, уже бегу. Давай, давай, у тебя-то руки точно не из жопы. Семен Михайлович, генератор не поломка, походу. Вам бы туда. Чего? Вот еще ты меня поучи, куда да что. Иди лучше здесь проводку проверь. Все под контролем. Давай, давай, шевелись, Стойте. тараканья немочь. Придется вам его вырубить, сумеете? Только не шумите. Че ты там бубнишь, а? Не твое дело. Старый смерть. Стойте. Выключите лампу. Так, идемте. Погодите, погодите. Стойте. Отлично, теперь кидайте. Отлично. Идемте, скорее. Проходите быстрее. Это
Эта система вентилирует весь командный центр. Он вообще небольшой. Попробуйте подгадать момент и пробраться. Я, конечно, постараюсь помочь, но сами понимаете, боец из меня никакой. Удачи вам! Ты еще кто такой? Сыромят! Тревога! Тревога! Тёма! Артём! Господи! Живой! Ты ранен? Жетон Хантера выдержал пулю! На тебе, сука! Не дергайся! Внимание! Повреждение управляющего модуля. Идиоты! Да вам теперь, по законам военного времени, одного Что это расстрела такое? мало! Это широкополосный подавитель радиочастот. Что? Глушилка. Москва не слышит никого. И Москву никто не слышит. Аварийное отключение. Твою ж мать! Ты слышишь, Артём? Ты понимаешь, что ты был прав? Там не только Россия, там весь мир, Артём! Зачем? Почему вы прячете Москву от мира и мир от Москвы? Да потому что война все еще идет! А вы как дети малые! Тревога! Скоро вся охрана здесь будет. Черт! Не стреляйте! Тёма? Я с ним! С вами! Бежать вам надо! Ваше! Оно вместе лежало, я и умыкнул. Надо бежать, пока они не разобрались. Охрана! Быстрее, сюда! Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Идемте. По всем неизвестным огонь открывает. Ермак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите. Главное, проберитесь в ангар. А там Бог даст, вывезу вас. А меня не знают, внимания не Андрей обратят. Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Берегите себя. Тёма, здесь враги. Подсади меня! Видно плохо, вьюга началась. Тёма, не забывай про датчик видимости. Если не суетишься, не лезешь на свет, заметить тебя сложно, и индикатор не горит. И фонарик не включай зря, могут заметить. Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Ага, и сами они такие дотопы. Вот понял, вертушкой высадила. Высадила и обратно ушла. Бабка-агент? Усатка. Под гражданским хочет. Ты, салага, думаешь, не делал 2 минуты, ты уже понял все? Ладно, не все. Уймись. Тут на контроле проверить послали кого? Кто отходит? Чья смена? А чего отходить? Прицел с вышки все видно. Крутится и крутится. Дует ветер, есть свет. Нету ветра, нет света. Ты скажи, по-моему.
давно не случалось. Внимание! В командном центре произошла диверсия. Нападающий предположительно все еще на территории базы. Ну, хоть ничего опасного. Тёма, меняю позицию. По всем неизвестным огонь открывать без предупреждения. Рабочему персоналу передвижение по базе до особого уведомления запрещено. Все отлично. Внимание! Станция подавления возобновляет работу. Артём, отлично. Мы внутри. Теперь осталось найти Ермака. Ага, вот и паровоз. Так точно. Тёма, они Ермака схватили. Надо поближе подобраться. А я тебе говорю, там за воротами шумело что-то. Нет там никого и быть не может. Эти же ворота наружу. Может, стражи шастают. А если диверсанты? Но тогда их стражи уже схарчить должны, и нам всем спокойней станет. Ну, не знаю. Подозрительно все равно. Ты как хочешь, а я тут еще подежурю. Мало ли. Ермак под охраной? Закончен. Лихо за ним присматриваю. Но вообще Группа Д, отправляйтесь к ветрякам. Ага, вот и славно. Подождем, пока они уберутся. Ну да, а паровоз... Повторяю, группе Д, немедленно отправляться к ветрякам. Группа Б подверглась нападению стражей. Все чисто. Тёма, давай к Ермаку. Молодцы вы, добрались все. С вами все в порядке? Да, дочка, спасибо. Так, времени мало, скоро охрана вернется. Я на паровоз, он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх, Тёма, бежим! включите поворотный механизм. Ну и по сторонам посмотрите. На шум вся база сбежаться может. Еще охрана отбивается!
На шум вся база сбежаться может. На, собака! Врубай поворотный круг. Артем, быстрее включай поворотный круг. Тревога! Всем группам немедленно в ангар! Мать вашу, паровоз угоняй! Выключайте генераторы! Генераторы выключайте! Что делать будем? Артем, не отпускай! Ничего себе. Ты как, живой? Ребятки, на платформе ручной привод есть! Артем! Еще охрана, отбиваемся! Все, давай вместе! Еще немного! Есть! Бежим! Артем, давай! Есть! Нет, скорее сюда! Они ворота несут! Надо бы противогазы надеть, может, изоляцию повредили. Мы вырвались! База, взяли машиниста с двумя сообщниками. Прием! Понял, база, конец связи. Так, этих в расход. Машиниста... Я не понял, что значит в расход? Не лезь не в свое дело! Это ты не лезь. Сейчас полковник тебе все разъяснит. Товарищ полковник, тут такое... Папа! Ребята! Это мы! Помогите! Аня, какого черта? Артем! Ребят, вы что тут делаете? Вот так добрый вечер. Полковник, это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться. Невероятно. Невероятно. Черт. Так это правда? Ты на них работаешь? Они в Помолчи. Артема стреляли! Как вы Они... тут оказались? А, впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин.
Ганза, этого так не оставит. Дошло, Наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу! Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ Там, полковник, в какая котловане, люди из других городов. И тут их всех, женщин, детей. Объясню. Все потом. Отец, что там по железной дороге впереди? До 101 километра дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики. Артем с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя, а то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке Не мне отношения решать, сам знаешь. не имеют. Я ни хера не понял, но за ребят буду драться. Конечно. Артем, Аня. Это же наши. их не бросает. Если не верю, кто? Ладно, спартанцы, тогда этих за борт и полных вперед! Артем, пошли выйдем. На свежий воздух. Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Врал тебе, мне, да всем вообще! Всем... Немедленно остановите локомотив и выходите с поднятыми руками! В противном случае будет открыт огонь на поражение! Ох, сука, сколько же на нем брони навешано! А пулеметов? Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чем тут он? Это ты все Это было последнее предупреждение! Немедленно остановите локомотив! О, черт! Ты как? Порядок? Царапина! Все! Останавливаемся! На тормоза тут ни к черту! Ермак, начинай избавлять ход. Пусть думают, мы послушаемся. Это ты правильно решил тормозить! Сразу видно, разумный человек! Гранатами мы им только краску поцарапаем! А если изнутри? Взрывчатки маловато! Разве что всю в топку им засунуть! Товарищ полковник, разрешите мне! Добровольцем здесь назначаю я. Пойдет Артем. Почему Артем? Он эту кашу сварил, ему не расхлебывать. Артем, как притормозим, прыгай. А я этого пока отвлеку. Ты что ли, Яков Борисович? Я. Некуда там ехать, Мельник. Ты не бывал дальше, а мы бывали. Так а мы просто отъехать решили. От эмоций лишних. А вы сразу стрелять начали. Остановлюсь. Отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам, сам понимаешь. Это дезертирство, предательство. Ты охренел, паскуда? Меня в предатели? А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение. Если не остановишь, значит завербовали тебя. К хозяевам, значит, бежишь. Решили уже все, да? Нас так до трибунала не довезут. Ты мне зубы не заговаривай. Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями себе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас? Мы вам столько лет служили верой, правдой, кровь лили! Врагу продался, а не на дотла, а ты? Я всю свою жизнь служил и служить буду! Всегда! Я сдохну, если надо! За родину, за людей, понял? Но не ради тебя, гнида!
Ваше время истекло, полковник Мельник! Мы сбавляем ход. Тормоза не к черту! Не волнуйтесь, мои люди помогут вам разобраться. Ермак, готовься тормозить. Внимание! Давай! Твою мать! Артем, быстрее! Шутки кончились! Тормози! 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 Тормозите, суки! Тревога! Как вы будете? Ну, сука! Ну все, теперь ты доигрался! И дочку твою! Не стреляй! Не стреляй! Я просто кочегар! Я не стреляю! Меня заставили! Лично тебя пристрелю! Иди в затылок! В рожу твою! Скотина хромая! Оставить по-видимым! Врезай всех! Огонь! Огонь! Артем, скорее! Нас сейчас в клочья разнесут! Держись! Артем, ты цел! Слава богу! Поздравляю! Теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся.